YouTube Аналитика. Новая функция. Здравствуйте, и вновь с вами Ангелина. Сегодня я хочу рассказать о двух новых функциях YouTube, отображающихся в аналитике канала. Сразу предупрежу, одна из них доступна не всем. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, как активировать эту функцию. И, конечно же, мы рассмотрим и фактор ценности этих элементов. Начну с того, что это не спонтанные действия, а глубоко продуманный процесс, основанный и на мнении и пожеланиях таких же блогеров, как мы с вами. Аналитика – это всегда полезная вещь. И тем, кто не пользуется аналитикой, я настоятельно советую начать это делать. Ведь только просматривая данные аналитики, мы можем понять, кто нас смотрит, можем отследить, откуда приходят просмотры, каково удержание аудитории, с каких устройств нас смотрят, что не менее важно на сегодняшний день, и многое другое. А совсем недавно появилось еще два пункта. Напишите, пожалуйста, в комментариях, вы уже пользуетесь функцией YouTube конечной заставки? Если да, то вам доступны обе функции, о которых пойдет речь. Наверное, вы обратили внимание на то, что с недавнего времени появился пункт перевода. Думаю, большинство из вас уже перешли в этот раздел, не получив никакой ценной информации. Для того, чтобы получать дополнительные сведения в этом разделе, прежде всего нужно настроить свои видео. Данный раздел отображает переходы на ваше видео с настроенного вами языка. Выберу одно из своих видео, изменить, перехожу в новый раздел «Переводы». Казалось бы, зачем вообще это нужно? Поясню. Дело в том, что когда мы делаем запрос в браузерной строке или в поисковике YouTube, в первой выдаче всегда будет находиться материал, опубликованный на языке вашего запроса. Если мы написали на русском, то и предложенные видео будут на русском. Если же мы воспользуемся этой функцией и переведем метаданные, например, я переведу на греческий, вы можете переводить на любой другой, скажем, английский, китайский. Хочу предупредить, если вы не владеете языком, можно воспользоваться Google переводчиком, но имейте в виду, перевод не всегда корректный. Теперь у моего видео появилась возможность попасть в выдачу при запросе на греческом языке. Данная функция создана для расширения нашей зрительской аудитории, но она применима не ко всем видео. Все зависит главным образом от контента. Применима к музыкальным каналам, приколы или различные курьезы, то есть контенту, не требующему голосового сопровождения. Или же контенту, действительно имеющему определенную ценность, но с опубликованными, а не автоматически созданными субтитрами. Либо добавить заранее переведенные субтитры. Это будет еще лучше. Тогда ваше видео не просто найдут, но и посмотрят. О том, как добавить субтитры, можете посмотреть на моем канале. Вернусь в аналитику переводы. На данный момент аналитика показывает лишь просмотры оригинальной версии. Но это совсем не значит, что мое видео не смотрели на других языках. Возможно, оно уже было просмотрено и на английском, или на любом другом языке. В данном разделе отображаются лишь переходы с использованием переведенных вами метаданных. Будем надеяться, что мое видео кто-нибудь да и найдет среди греческой аудитории, и я смогу поделиться с вами и показать, как меняются и показатели в этом разделе. И еще одна новая вкладка – это конечные заставки. Несколько дней назад на своем канале я опубликовала видео под названием «Новая функция на YouTube». Два варианта создания конечных заставок, их преимущества и недостатки. Для тех, кто не видел, посмотрите, возможно, это будет интересно. Я, безусловно, применила данную функцию. И вот первые результаты. В этом разделе мы можем отслеживать эффективность установленных нами конечных заставок. Конечно, на данный момент у меня коэффициент просмотров и переходов низкий. Хотя вот здесь один показ, переход 100%. Необходимо время. Думаю, вы знаете о том, что проследить аналитику канала можно лишь по истечению как минимум 3 дней.
Поэтому и рассуждать об эффективности добавленных конечных заставок можно будет по истечению некоторого времени. В самом начале видео я упомянула о том, что не всем доступна данная аналитика. Анализировать можно лишь имеющиеся данные. Для тех, у кого этот пункт отсутствует, как только вы начнете применять конечные заставки, в этом меню появится и аналитика переходов. К предыдущему видео мне хотелось бы добавить еще одно преимущество использования закрывающих окон непосредственно с использованием доступной функции по их созданию на YouTube. Это возможность отслеживать статистику просмотров и переходов и на основе полученных данных и анализа делать соответствующие выводы. Именно в этом разделе мы сможем выявить, сколько раз видео было просмотрено до конца и насколько эффективно работают наши завершающие окна. На основе данного анализа можно будет определить, что интересует зрителя в первую очередь, а какой контент не интересен и вовсе. Также, используя эти данные, можно определить, какой контент лучше рекомендовать. И, безусловно, на основе данной аналитики мы можем более успешно планировать и будущие публикации. Надеюсь, эта информация была вам интересна. Если остались вопросы, задавайте их в комментариях. На этом я с вами прощаюсь. До свидания.